Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео сплетем вот такую простую, но не менее оригинальную салфетницу из газетных трубочек. Такая салфетница плетется легко и быстро, и с этим справится любой начинающий в плетении из газет. Буду плести я из газетных или бумажных трубочек. Эти трубочки я делаю сама, кручу сама из чистой газетной бумаги на тонкую спицу. И в отдельных своих видео я показываю процесс этот очень подробно. Ссылки все на эти видео в описании. Использую еще вот такой разметочный лист. Здесь я заранее на листе бумаги нанесла вот такие вертикальные полосы фломастером для того, чтобы наметить, где будут располагаться стойки будущие, и обклеила полиэтиленом для того, чтобы вот эти полосы от фломастера не пачкали плетение. Такое бывает, поэтому скотчем или пакетом это все дело защищается. Сейчас я буду прикидывать размеры будущей салфетницы, то есть какой высоты она будет. Это я делаю по тем салфеткам, которые у меня будут в салфетнице находиться. Здесь у меня высота салфетки 12 сантиметров. Я хочу, чтобы она из-под салфетницы где-то наполовину выглядывала. Ну вот 7 сантиметров. Это будет высота моей салфетницы с одной стороны. Вот на такое расстояние салфетки будут из нее выглядывать, мне достаточно будет. Далее вычисляем ширину салфетницы. Здесь чем шире салфетница у вас, тем больше салфеток сюда влезет. У меня по 13 сантиметров будет, где-то 6 сантиметров ширина, чтобы побольше влезло. И соответственно высота следующей стенки салфетницы у меня также будет 7 сантиметров. Поэтому я посмотрела, и заготовку я плету длиной 20 сантиметров. Мне этого будет достаточно. Ну и по ширине. Здесь у меня также 12 сантиметров, салфетки квадратные. По ширине я где-то прибавлю еще, может быть, по 1,5 сантиметра с каждой стороны. 15 сантиметров, я думаю, что мне будет достаточно. Вот такая конструкция у меня получилась. Я это все дело зафиксировала малярным скотчем. И сейчас я начинаю плести. Сейчас я проплету несколько рядов веревочкой в 2 трубочки. Для этого я 2 трубочки рабочих соединила путем наращивания друг с другом. И вместе соединения я просто вот таким образом согнула. Надеваю на первую стойку. И начинаю плести веревочкой пока в 2 трубочки. На поворотах действуем очень внимательно. Сначала одну трубочку поворачиваем, затем вторую трубочку. Вот таким образом. С обратной стороны у нас идет крест-накрест, а с лицевой стороны у нас все вот таким образом выглядит. Что нужно, подтягиваю и продолжаю. Наращиваю. Наращивать я стараюсь строго за стойкой. Так я проплету где-то ряда 4 веревочкой в 2 трубочки. Затем включусь, покажу, что дальше. Итак, проплела я 4 ряда веревочкой в 2 трубочки. Получился эффект косички, то есть плели мы обратной, потом прямой веревочкой поочередно. Ну вот так и получается. Здесь я огибаю этими рабочими трубочками угловую стойку, но делаю я это в этом случае следующим образом. Обычно я это делаю вот так, да, одна трубочка у меня идет сюда, и в этот раз я ее помещаю поверх нижней, вот таким вот образом. А вот эту вот так.
Эту можно уложить вот так. Здесь вот эту трубочку я нарастила для того, чтобы ей плести дальше. И буду я сейчас ей плести простым ситцем. А вот эта трубочка у меня прячется. Ну, соответственно, все я обязательно подтяну, вытяну, подровняю, чтобы было все более-менее ровно. Эту трубочку впоследствии можно обрезать. Ну, а мы с вами продолжим плести уже ситцем одной трубочкой. Вот так я продолжаю плести дальше простой ситец. На боковых стойках очень аккуратно нужно быть. То есть я плету и придерживаю то, что уже сплела второй рукой. Здесь я подробно весь этот процесс не показываю, потому что в своих предыдущих видео очень часто я это все показывала от и до. Если вам интересно, ссылки все будут в описании под этим видео, так что заглядывайте туда. Мне осталось проплести буквально 10 сантиметров, и полотно для салфетницы готово. Тут еще будет вставка веревочкой в 2 трубочки. Включусь, покажу, как я буду подставлять вторую трубочку для плетения. Я проплела где-то 18 сантиметров, и вот 2 сантиметра у меня будет проплетено веревочкой в 2 трубочки. Для этого я беру дополнительную трубочку, подставляю вот сюда, у боковой стойки, огибаю вот этой рабочей трубочкой, которая плела ситец. Таким образом у нас получается начало плетения веревочкой в 2 трубочки. И начинаю плести. Здесь можно немножечко подтянуть все, чтобы было красиво. Поворачиваю рабочие трубочки здесь точно так же, как я это делала в самом начале видео. Сначала одну, аккуратненько, затем вторую. Проплела 4 ряда веревочкой в 2 трубочки, и здесь я заканчиваю. У меня получается следующая картина. Как бы оплела вот эту боковую стойку, и сейчас нам нужно развернуть трубочки, по сути, да, в обратную сторону, но я этого не делаю. Вот эту вот трубочку я вот сюда наверх укладываю, а эту трубочку укладываю на нее и прячу вот сюда внутрь. Ну а эту трубочку просто обрезаю. Сейчас я делаю загибку. Загибка абсолютно простая. Я каждую трубочку завожу внутрь перед следующей. Обрезаю вот таким образом, совсем чуть-чуть. Смотрите, небольшой кончик обрезаю. Немножечко ножницами раздвигаю расстояние и вставляю этот кончик внутрь перед следующей стойкой. Вот таким образом. Тем самым у нас на лицевой стороне не видно ничего. А вот у этого уголочка я делаю следующим образом загибку. Я вот эту боковую трубочку откусываю,
под корешок. Здесь расширяю пространство. И сюда я буду вставлять вот эту трубочку. Если что, можно помогать ножничками. Таким образом. Вот такое плетеное полотно готово. Это наша будущая салфетница. И сейчас я взяла коробку, ширина которой равна корешку нашей салфетницы будущей. Это 6 сантиметров. Я ее обернула полиэтиленовым пакетом для того, чтобы она не деформировалась, потому как на ней мы будем грунтовать наше изделие. Сейчас я переворачиваю салфетницу изнаночной стороной вверх. Вот она, моя изнанка. Некоторые просят всегда показывать. И сейчас мы с вами зафиксируем это полотно вот на этой коробке в сложенном виде. Приблизительно располагаю коробку посередине и начинаю складывать. Можно, например, одну стенку сделать выше, другую ниже. Здесь уже как хотите, на ваше усмотрение. Вот таким вот образом мы с вами закрепляем это все дело. И сейчас я беру вот такую резинку. Ее обычно продевают в штаны. И вот этой резинкой я закрепляю это полотно на коробке. Ну, тут я без камеры немного переделала конструкцию получше, поудобнее. То есть я зафиксировала донышко, чтобы оно очень хорошо прилегало к коробке и не деформировалось пузырьком, чтобы сама салфетница хорошо стояла на столе. И здесь еще по бокам дополнительные резиночки приделала. А дальше я некоторые части этой конструкции прогрунтую. Здесь я буду использовать ПВА с водой в пропорциях 1 к 1. Но если у вас изделие светлое, белое, бежевое, то ПВА лучше не использовать, оно желтеет. Поэтому грунтовка такая подходит для темных изделий или вот для таких древесных оттенков. Если вам нужно прогрунтовать, сделать жестким изделие, некоторые используют грунтовку, также можно лак с водой развести. Ну, в общем, нужно смотреть. Если вы сомневаетесь в вашем клее, как он будет у вас на плетении смотреться, будет ли желтеть на этом цвете, то просто пройдитесь, например, на какой-нибудь трубочке, которую вам не жалко, посмотрите, пожелтел ли ПВА со временем или нет. У меня проверенный ПВА, я им уже несколько раз грунтовала изделие, поэтому знаю, как он себя поведет, поэтому смело его использую в этом случае. Опять же, если сомневаетесь, вы можете использовать лак. Лак с водой или просто покрыть лаком. Но вот эти резинки убирать не стоит. Иначе вся эта конструкция у вас развалится. Да, возможно, у вас возникает вопрос, а куда деть вот эти излишки клея, которые на поверхности сосредотачиваются. Я их просто другой кисточкой вот таким вот образом растираю, убираю излишки, и смотрите, они очень хорошо впитываются. Так как у нас трубочки обработаны, конечно, вот с такой грунтовкой возникают некоторые сложности. То есть клей не всегда впитывается в поверхность, ничего страшного. Я вот следующим образом растираю кисточкой, и все окей. Видите, клея больше нет, он как бы впитался в поверхность. Я взяла 4 трубочки, каждые 2 из них нарастила между собой, у меня получились 2 длинные. И сейчас я эти трубочки приклеила на полимерный клей Момент Кристалл, вот на мою заготовку плетеную таким образом. 2 рядом. Немножечко их подержу, чтобы они склеились. Теперь я переворачиваю заготовку этими трубочками как бы вниз. Так, резиночки отдельно, чтобы тоже не приклеились они
И сейчас я этими трубочками вот таким вот образом оборачиваю эту заготовку с одной стороны. И где-то вот в этом месте я эти трубочки обрезаю. То есть они у нас будут здесь смыкаться. Можно и не обрезать, но я обрезаю, чтобы они именно смыкались. А можно друг на дружку их наклеить. Как вам нравится, как вам удобно. Опять же, тут нет правил, делайте все, что вам нравится. И сейчас я их приклею вот на эту заготовку. Клей на них я нанесла. И сейчас вот таким образом стараюсь это делать максимально ровно и параллельно обратной стороне наклеиваю их сюда. То же самое проделываю с другой стороны. То есть эти трубочки у нас вот таким образом укладываются. И здесь в месте стыковки я их обрезаю. Ровненько. Чтобы у нас, конечно, все было ровненько. Ровненько, аккуратненько. Вот таким вот образом. Ничего страшного, место стыковки я буду все равно заклеивать, декорировать. Сейчас буду приклеивать. Пока приклеивается вся эта конструкция, я еще добавила здесь резинки, чтобы уж наверняка. Я сотворила вот такой маленький бантик. Кстати, если вам нужно видео, как его сделать, то я обязательно сниму. Напишите мне в комментариях об этом. И я его сейчас приклею именно на то место, где у нас состыковка от трубочек. На обратную сторону нанесла клей. И вот таким образом размещаю его. И жду теперь, пока все это приклеится. Как только салфетница просохла от грунтовки, я ее покрыла лаком с внутренней стороны и с внешней стороны и оставила сушиться именно вот в таком виде на коробочке. То есть коробочку я не вытаскивала. И сейчас это все дело высохло. Я убираю коробку. И салфетница готова. Как вы увидели, такая салфетница плетется очень легко, очень просто. С этим справится любой начинающий в плетении. Главное, чтобы вот это изделие полностью высохло именно на форме. Тогда оно не будет деформироваться в будущем. Я очень надеюсь, если вам понравится вариант плетения этого изделия и также понравится это видео, обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Мне оно очень ценно. И если будут вопросы, тоже пишите, я с удовольствием на все отвечу. И я желаю вам легкого плетения. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Также жмите на колокольчик и получайте уведомления о выходе новых видео. Ну а мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!